Всем привет! Сегодня выходной, я наконец-то могу снять видео при дневном освещении. И поговорим мы с вами о погоде. Когда я ехала в Новую Зеландию, то я ожидала вечного лета. Ну, по крайней мере, я так почитала в интернете, и все писали о том, что да, вот здесь рай, вечное лето. Но все оказалось совсем не так. Я приехала в июне, и это была зима. И лил дождь целую неделю, ливень вообще не переставая. И как оказалось, тот год в Новой Зеландии был одним из самых холодных годов за последние там сколько-то лет. Но в Новой Зеландии влажно, и из-за этого холод переносится как-то, что ли, тяжелее, чем когда климат сухой. Температура не опускается очень низко. Например, в Окленде зимой, пожалуй, в среднем плюс 15. Однако из-за того, что есть вот эта вот влажность, но влажность не такая, как вот в тропиках, когда дышать нечем, и вот такое ощущение, что аж легкие заполняются водой. Не такая влажность, такое ощущение, что сыро, и как будто бы ты не можешь согреться, вот как будто бы холод проникает внутрь. И когда плюс 15, в принципе, кажется не так уж это и холодно, но из-за того, что здесь много ветров, все-таки мы окружены заливами. В Окленде довольно ветрено. Но опять же, если мы возьмем Веллингтон, он известен своими ветрами. Это самый ветреный город в Новой Зеландии. И даже если, например, там не идут дожди, и температура в среднем зимой, наверное, плюс 7, из-за того, что там такие сильные ветра, по-моему, он находится на равнине, поэтому он сильно продувается, и опять же на берегу. Окленд, по крайней мере, такой холмистый. Так вот, в Веллингтоне безумно холодно из-за этого. А в Окленде, пожалуй, вас спасет какая-нибудь осенняя курточка со свитерком под низом. Но тоже раз на раз не приходится. Сложно сказать средняя температура, потому что каждый день погода разная. Даже в течение дня погода может быть разная. Вот про Окленд говорят точно так же, как про Лондон, Санкт-Петербург и Мельбурн. Если вам не нравится погода, подождите 5 минут. И это правда. Погода может поменяться кардинально в течение дня. Я помню, в России бывает, просыпаешься и облачно. И ты думаешь, ну все, сегодня, наверное, пойдет дождь. И, скорее всего, и завтра, и послезавтра погода будет плохая. А если просыпаешься с утра солнца, то можно идти в парк, куда-нибудь на природу. Ты знаешь, что сегодня день будет замечательный. В Окленде совсем не так. Ты просыпаешься, и то, что ты видишь сейчас за окном, может кардинально поменяться через 5 минут. Бывает, когда на работу утром едешь и смотришь, люди, например, идут пешком, начинается дождь, они тут же все становятся под навес и просто ждут. Потому что они знают, что дождь сейчас закончится, и они смогут дальше идти. Это не так, как в России, если начинается дождь, то он затягивается. Нет, скорее всего, через 5 минут уже выйдет солнце, и все будет нормально. Однако, бывает такое, что дождь затягивается, и еще и когда ветер, вы идете зонтиком, и вот эта часть остается сухой, а все остальное мокрое. И еще бывает из-за того, что ветра сильные, зонты выворачиваются, ломаются, и повсюду в урнах можно видеть сломанные зонты, выброшенные. Так что это расхожий материал. Зато летом просто прекрасно. Температура в среднем 25 градусов в Окленде. Ну, наверное, она может подняться до плюс 30, но это очень жаркие дни. И там не душно, никогда не застаивается воздух, он постоянно продувается ветрами. И даже если день там самый жаркий, вам никогда не будет душно. Где бы вы ни находились в Окленде, ну, территория большая у города, в любой части, всегда будет свежо. В принципе, погода как в горах, знаете, когда днем солнце выходит и становится жарко, а ночью, или, например, если солнце уходит за облака, тут же становится прохладно. И вот то же самое в Окленде. Когда солнце уходит куда-нибудь за тучки, еще же ветер есть прохладный, то тут же прям хочется кофточку надеть, даже летом. А ночью, пожалуй, температура может, наверное, опуститься до плюс аж 15 летом. И такого нет, что вот душно и хочется открыть все окна и впустить воздух. Пожалуй, наоборот. Я, например, сплю под теплым одеялом, даже летом. Иногда по 2. Потому что из-за того, что здесь сыро, как-то дома, они не просушиваются. Сколько бы вы его ни проветрили, он все равно будет казаться влажным. И поэтому
наверное, никогда нет такого, что воздух запертый и вам душно. Но это все об Окленде. Если мы говорим о других районах Новой Зеландии, то там идет снег, например, на юге. Если вам очень хочется снега, пожалуйста, у нас на Южном острове идет снег, в особенности на юге Южного острова. Там, пожалуй, летом температура в среднем плюс 17, плюс 20, а зимой она минусовая. И у нас есть замечательные, красивейшие места на Южном острове, куда в основном люди ездят зимой, потому что все покрыто в снегу, и смотрится это, конечно, шикарно. Честно говоря, я там еще никогда не была, но один день я там побываю. Пожалуй, что хорошо в Окленде, когда идут дожди, так это то, что в центре города везде есть навесы над тротуарами, и, в принципе, дождь вам не страшен, а центр, он довольно большой, и, пожалуй, в основном все офисы и университеты находятся в центре, то есть вы там будете проводить большую часть времени. И вот куда бы вы ни шли в центре, везде есть навесы. На всех небоскребах они построены где-то 3 метра высотой. И они закрывают полностью тротуар, то есть на вас никогда не капает. Там может идти ливень на проезжую часть, но до вас он никогда не доходит. И еще что хорошо, в Новой Зеландии дороги построены вот так вот выгнуто. И когда идет дождь, вся вода стекает в стороны. И она уходит тут же в канализацию, и ее нет. На дорогах никогда нет воды. Она не застаивается. Даже если ливень идет 2-3 дня подряд, вообще не переставая, льет как из ведра, не будет луж. Никогда не будет такого, что вас обрызгает машина, или, как у нас в России, если вдруг дождь идет, то потом потопы, и никуда не проехать, не пройти. Нет, вода уходит тут же. Никогда вообще она не остается на проезжей части или на тротуарах. Поэтому вы можете идти в любой обуви, и вам не страшно никакая погода. И, в принципе, зима из-за этого переносится довольно легко. Но, опять же, дождь идет не постоянно. Например, прошлую зиму было довольно тепло, и не было так особо дождей. Первую зиму, когда я была, было довольно дождливо. То есть, может быть такое, что сегодня плюс 20 зимой, а завтра, например, там плюс 10. Бывает. Наверное, ночью температура может опуститься до плюс 4, там, плюс 5. И довольно холодно в доме, потому что нет центрального отопления, как у нас в России. Приходится спасаться самому. Да, и если вы не подсуетитесь, то будет очень холодно в доме. Ну вот, пожалуй, все, что лезет мне в голову по поводу погоды. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, я на них отвечу. И спасибо вам большое, что смотрите мой канал. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!